Ребята, всем привет! С вами Андреев Лайф. Сегодня мы готовим простое и вкусное филиппинское блюдо, которое называется свинина адобо. Адобо – это филиппинский метод приготовления продуктов, который заключается в тушении продуктов в смеси уксуса, соевого соуса и приправ. Этим методом они готовят и мясо, и морепродукты, и овощи. И обычно используется для этого метода тростниковый уксус. Но так как его тяжело у нас достать, мы его заменим 6% уксусом, то есть мы будем 9% разводить водой. Ребята, в общем, смотрим ингредиенты. Итак, у нас сегодня свиная лопатка, чеснок, коричневый сахар, черный перец с горошком, лавровый лист, соевый соус, уксус, вода для разбавления, растительное масло. И еще будет нужна вода для приготовления. Приступаем. Свинину нам нужно будет порезать на такие не особо крупные кусочки. Я думаю, вот такого размера будет в самый раз. Итак, мясо мы порезали. Осталось только чеснок мелко порубить. В этот раз я решил воспользоваться ножом, а не чеснокодавилкой, потому что нам не совсем мелко нужно. Итак, чеснок у нас готов, все приготовления окончены. Включаем плитку, разогреваем пока сковороду, масло не наливаем. И давайте пока вот как раз соединим, как я вам говорил, это у нас 9% уксус, это вода. Чтобы получить 6% уксус, нам нужно взять 2 части уксуса и 1 часть воды. Все, вот у нас 6% уксус получился. Сковорода у нас нагрелась. Отправляем теперь сюда масло. Итак, отправляем сюда наше мясо. Нам нужно его подрумянить, чтобы оно было аппетитного цвета. Ребята, прошло 20 минут. Посмотрите, какого аппетитного цвета стали кусочки нашей свинины. Теперь добавляем чеснок. Перемешаем буквально, чтобы равномерно распределить, и чтобы он немножко в маслице буквально несколько секунд хотя бы побыл. О, запах сразу чесночный пошел. Теперь добавляем сюда все оставшиеся ингредиенты. Коричневый сахар, перец горошком, соевый соус, наш 6% уксус, который получился, воду и лавровый лист. Сейчас немножко перемешаем все. Дождемся закипания, закроем крышкой и будем час томить на слабеньком огне, чтобы тихонечко у нас побулькивало. Ребята, все у нас, наша свинина закипела. Убавляем огонь прямо на минимум, закрываем крышкой и, как я уже сказал, на час забываем. Ребята, у нас прошел ровно час, давайте посмотрим, что у нас получилось. Открываем крышку, посмотрите, кипит как надо, аромат бесподобный, и черный перец горошком прямо вот чувствуется, и уксус, и соевый соус, такой кисло-сладкий запах, очень приятный. Теперь нам нужно попробовать все это на соль и убедиться, что все нормально, либо добавить. Сейчас попробуем. Нет, ребята, я бы ничего не стал добавлять, то есть по поводу соли. Так что теперь крышку убираем и оставляем еще на 1 час. Вот в таком виде, пускай кипит, немножко испарится. И будем через час уже пробовать. Увидимся. Ребята, у нас прошел еще 1 час. Посмотрите, вся жидкость испарилась. Мы выключаем плитку, ставим сюда. Смотрите, какая красота. У нас уже пюрешка готовая. Смотрите, какая вкуснотища. Сверху немножечко укропчиком. И пробуем. Смотри, прямо разваливается все.
Это что-то с чем-то, ребята. Обалденно. Просто нечего сказать, ребят. Мясо прямо можно есть губами, тает во рту, прям разваливается. И вкус просто обалденный. Обязательно попробуйте. Как видели, готовится просто. Единственное, что 2 часа, ну как бы результат этого стоит. Обязательно попробуйте, ребята. И потом, кто приготовит, отпишитесь в комментариях, нам интересно будет. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки, будем очень рады. А мы прощаемся с вами, как обычно, на неделю. Всем здоровья, всем пока.